Всех приветствую на моем канале. И сегодня предлагаю вам связать чудесное платье крючком облака. Платье я вязала из пряжи Коко, и соответственно все расчеты по набору воздушных петель на кокетку, все они даны и рассчитаны именно на эту пряжу. Поэтому я прошу не обижаться на меня, потому что сделать всем расчеты на ту пряжу, которую выберете вы, под начальную цепочку воздушных петель на кокетку я просто не в состоянии. Поэтому, если вы выбираете какую-то другую пряжу, из которой вы собираетесь вязать, то, пожалуйста, провяжите образцы и делайте самостоятельно расчеты на кокетку. Потому что все мои расчеты сделаны именно на пряжу Коко и под крючок, который я рекомендую. Все рекомендации смотрите далее в видео. Платье мы будем начинать вязать с кокетки и будем вязать его сверху вниз. Платье имеет поясок, как вы видите. Также как связать поясок я видео не снимала. Я приложу ссылочку, потому что это видео есть на моем канале. Вы можете по ссылочке перейти, посмотреть и связать себе очень легко и быстро вот такой поясок. Итак, платье можно носить и без пояса. Вот, как вы видите, оно в свободном варианте не менее интересно. И те, кто не любит подчеркивать талию, пожалуйста, вы можете носить платье и без пояса. И как вы видите, поясок я вставляла вот в последнем ряде, просто в отверстие, где у нас оставались от вязания узора. В вязании платья мы будем использовать несколько видов схем. То есть первая схема — это вот у нас такой цветочек перевернутый первый. Далее у нас схема листья. И далее уже у нас пойдет основной узор, из которого будет вязаться основная длина платья. Каждый из вас может выбрать и связать свою длину платья. Тут вы ничем не ограничены. Я в видео буду рассказывать, что вязать платье нужно будет из нескольких блоков. Итак, переход от каждого блока к другому, от узора к узору, мы будем делать рядом провязки. Ряд провязки — это вот такой вот ряд, который у нас будет от узора к узору состоять из столбиков с накидом, столбиков без накида. И чтобы нам перейти от одного блока к другому, мы будем провязывать ряды провязки. Как вы видите, у меня платье состоит вот из 1, 2 и 3 блока. И у меня платье имеет длину вот до колена. И низ платья, как вы видите, у меня оформлен вот это, опять же, вот как на кокетке мы вязали узор листья. И низ платья у меня оформлен также узором листья с пико. И перед этими листьями я опять же провязала ряд провязки. Поэтому длину платья вы можете связать абсолютно любую. Относительно того, что одевать под платье, в моем платье я использовала комбинацию телесного цвета, и также на моем канале есть очень интересное видео, где я показываю много вязаных платьев, какие комбинации одевать под эти вязаные платья. Ссылочку я оставлю, переходите, смотрите, очень жаркое и интересное видео. Итак, я рассказала вам все. Будут вопросы, комментарии, пишите, сохраняйте себе в закладку, рассказывайте, делитесь с друзьями этим видео, если вам все понравится. И давайте переходить к вязанию. Нашего платья я буду вязать из пряжи Коко номер 3854. Такой цвет леденцовый. Начинать мы будем вязать с кокетки. Кокетка у нас будет вязаться сверху вниз. И вот такая у нас кокетка получится. Мы ее будем вязать по схеме.
вот по этой. И сразу хочу определить, что на размер 42-44 мы должны изначально набрать 154 петли, на размер 46-48 168 петель и на размер 50-52 182 петли. Но опять же, чем больше размер на увеличение идет, тем тут вам нужно будет уже, возможно, самостоятельно как-то корректировать, потому что чем больше размер, это либо шире плечи, либо больше грудь, ну, тут уже как-то не совсем стандартно, поэтому вот от этого размера и выше вы уже, пожалуйста, если будете вязать вот в этих размерном ряду в этом, то вы, когда наберете вот указанное количество петель, пожалуйста, все равно примеряйте на себя, чтобы не ошибиться. Итак, кратность нашего узора равна 14, и, соответственно, кратность петель, которые я здесь указываю, они у нас тоже кратные 14. То есть набираем мы сейчас обычным способом цепочку воздушных петель, которая вот она у нас вот здесь будет проходить, и вот так она будет выглядеть. Я связала небольшой образец. Итак, я буду набирать цепочку воздушных петель, я буду крючком номер 3, а все остальное полотно я буду вязать крючком 2,5. Прошу не обращать внимания на шум, потому что у нас идет жуткий ливень, и вот этот шум будет, к сожалению, присутствовать. Итак, давайте набирать крючком номер 3 свои петли в соответствии с размерами. В моем случае это я буду набирать 154 петельки крючком номер 3. Я набрала свои 154 петли, откладываю крючок номер 3. Беру крючок номер 2,5 и будем провязывать первый ряд столбиков без накида. Ввожу крючок, провязываю 2 петельки на подъем, и во вторую петельку от крючка, как вы видите, цепочку я в круг еще не замыкаю, а первый ряд провязываю столбиками без накида до конца цепочки. Еще раз просчитываю, перепроверяю, не ошиблась ли я при подсчете петелек, довязываю до конца и в конце буду замыкать цепочку в кольцо. Обращайте внимание, когда будете замыкать цепочку в кольцо, чтобы она у вас не перекрутилась. Поэтому провязываем этот ряд столбиками без накида, еще раз просчитываем все петельки и замыкаем цепочку в кольцо. И теперь я соединяю, я нахожу самую первую петельку, ввожу сюда крючок и соединительной петелькой соединяю. Все, соединила. Теперь мы начинаем вязать наш узор. Вязание каждого нового ряда мы будем начинать с 4 воздушных петелек подъема. Поэтому провязываем 1, 2, 3, 4 петельку. И начинать мы будем вот не с этой части раппорта, а вот с этой части раппорта. Мы провязали вот столбик с 2 накидами, мы провязали 4 воздушные петельки. Далее вяжем 2 петельки на ряд, 1, 2 петелька на ряд, и далее мы вяжем группу из столбиков с 2 накидами. Пропускаем первую, вторую, третью, и в 4 петельку вяжем 2 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петельки и еще 1 столбик с 2 накидами. В следующую петельку вяжем зеркальное отражение, то же самое, только в зеркальном отражении. Столбик с 2 накидами, 2 воздушные петельки, 2 столбика с 2 накидами. Поэтому мы 2 воздушные петельки провязались. Теперь пропускаем 3 столбика предыдущего ряда и в 4 провязываем столбики. Делаем двойной накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3 петельку, в 4 петельку провязываем столбик с 2 накидами.
двойной накид на крючок, в эту же петельку провязываем еще один столбик с двумя накидами. 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, и в эту же петельку провязываем еще один столбик с двумя накидами. Провязали. Опять двойной накид на крючок, в следующую петельку провязываем столбик с двумя накидами. Помним, что мы вяжем теперь опять то же самое, только в зеркальном отражении. Провязали столбик с двумя накидами, 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, в эту же петельку провязываем еще 2 столбика с двумя накидами. Первый, двойной накид на крючок, и в эту же петельку еще один столбик с двумя накидами. Провязали. 2 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, 3 петли основания, в четвертую вяжем столбик с двумя накидами. Провязываем 1, 2 петелька, двойной накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в четвертую петельку провязываем столбик с двумя накидами. Далее провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, пропускаем 4 петли основания, то есть у нас каждая петелька приходится на петлю основания, и в пятую провязываем столбик с двумя накидами. 1, 2, 3, 4 петельки, двойной накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку провязываем столбик с двумя накидами. Провязали. Опять начинаем провязывать опять вот эту часть. 2 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, 3 петельки основания, в четвертую вяжем опять группа из столбиков с двумя накидами. Делаем провязываем 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в четвертую петельку провязываем столбик с двойным накидом. Первый, двойной накид на крючок, второй столбик сюда же в эту же петельку, 2 воздушные петли, двойной накид на крючок, в эту же петельку провязываем столбик с одним накидом, опять делаем накид на крючок двойной, в следующую петельку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, и в эту же петельку провязываем еще 2 столбика. Провязали. 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, и опять вот мы провязали эту часть, 2 петельки провязали, вяжем столбик с двумя накидами, пропускаем 1, 2, 3, в четвертую петельку провязываем, 1, 2, 3, в четвертую петельку провязываем. Провязываем теперь 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, вот эту часть, пропускаем 4 петли основания, в пятую вяжем столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку провязываем столбик с двумя накидами. Вот так у нас должно получаться, и провязываем до конца ряда. Довязываю первый ряд, и вот я провязала вот эту вот часть, вот я провязала вот эту часть, 2 воздушные петли и столбик. Теперь у нас с другой стороны, вот в начале ряда, получается вот этот столбик и вот эта часть. С другой стороны мы провязали вот эту часть, то есть у нас вот это с одной и с другой стороны. Теперь нам нужно провязать 4 воздушные петельки. Если вы все правильно посчитали, у вас ряд должен заканчиваться вот именно таким образом. 4 воздушные петельки провязываем, 3, 4 и соединяем их вот в четвертую петельку подъема. Находим четвертую петельку, вот 1, 2, 3, 4 у меня, и соединительной петелькой соединяем, протягиваем через 2 петельки и соединяем. И у нас получается вот он, непрерывный ряд. Вот эту часть мы провязали и ряд закрыли.
еще раз проверяем, чтобы у нас ничего не перекрутилось, чтобы все было ровно. И начинаем вязать следующий ряд. Следующий ряд у нас начинается с 4 воздушных петелек подъема. Мы провязываем 1, 2, 3, 4 петельки подъема. И теперь сразу начинаем вязать вот эту часть узора. Так как мы провязали в предыдущем ряду 4 воздушные петли, соединили в 4-ю воздушную петельку подъема, поднялись на следующий ряд и сразу начинаем вязать вот эту часть узора. То есть мы провязали вот тут вот наши 4 петли подъема и начинаем сразу вязать. Делаем двойной накид на крючок и провязываем группу из 3 столбиков с 2 накидами с общей вершины. Вот первый столбик в этот, второй в этот и третий в арочку из 2 воздушных петель. Далее мы провязываем 3 воздушные петельки, группа из 3 столбиков вот в этот столбик. И точно так же в зеркальном отражении вяжем вторую часть. Давайте провяжем. 4 воздушные петельки мы провязали, двойной накид на крючок и первый столбик вяжем вот в этот вот столбик, в первый столбик предыдущего ряда. Провязываем, провязали, опять двойной накид на крючок, во второй столбик провязываем. Двойной накид на крючок и вот в арочку провязываем столбик 3. У нас 3 столбика на крючке, мы их провязываем вместе и сразу вяжем 3 воздушные петельки. Вот как по схеме провязали вот эту группу, 3 воздушные петельки. Теперь вот в этот столбик провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. Двойной накид на крючок и вот в этот столбик провязываем 3 столбика с накидом, с 2 накидами. Первый, двойной накид на крючок, сюда же второй столбик, двойной накид на крючок и сюда же вяжем 3 столбик. Провязали. Теперь мы то же самое, только в обратном направлении вяжем, в другую сторону. Опять двойной накид на крючок, вот в этот столбик вяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый провязали, сюда же второй и сюда же третий. Далее вяжем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И далее провязываем точно так же, как вот в начале мы вязали группу из 3 столбиков с накидом, вот в арочку, во второй и в первый столбик предыдущего ряда. Двойной накид на крючок, первый столбик вяжем вот в арочку, оставляем на крючке не провязанным, двойной накид, второй столбик вот сюда мы вяжем в этот столбик. Двойной накид на крючок и вот сюда последний вяжем 3 столбика на крючке и мы их провязываем вместе. Провязали вместе. Далее вот мы вот эту часть провязали, 2 воздушные петельки в серединку, где мы вязали 4 воздушные петли, столбик с 2 накидами, 2 воздушные петельки и далее опять повторяем эту часть узора. Провязываем 1, 2, 2 воздушные петельки, делаем двойной накид на крючок и вот в этот, где мы провязывали 4 воздушные петельки, сюда провязываем столбик с двойным накидом. Провязали опять 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок и продолжаем опять вязать, повторять вот эту часть, которую мы только что вязали. Сюда провязываем первый столбик, оставляем на крючке, сюда второй, в арочку третий,
провязали вместе 3 воздушные петельки, двойной накид, и в этот столбик провязываем 3 столбика с двойным накидом. И то же самое в зеркальном отражении вяжем. Первый столбик, сюда еще 2, три воздушные петельки, накид на крючок, первый в арочку вяжем, оставляем на крючке двойной накид на крючок, сюда второй, 2 столбика на крючке, накид и последний столбик. 3 столбика на крючке, провязываем их вместе, 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, в арочку из 4 воздушных петель провязываем столбик с 2 накидами, 2 воздушные петельки и повторяем опять то же самое. Провязали вот это и опять повторяем вот эту часть. До конца ряда провязываем и будем переходить на следующий ряд. Я провязала столбик с двойным накидом, вот 2 воздушные петельки, столбик с двойным накидом в 4 воздушные петельки, и вот мы вязали 4 воздушные петельки подъема. Я сейчас провяжу 2 воздушные петли и соединю соединительной петелькой. Вот я провязала 2 воздушные петельки, и в 4-ю воздушную петельку подъема я соединительной петлей соединяю, протягиваю через 2 петельки. Все, соединили. Далее мы начинаем провязывать. Вот сюда мы соединили, опять мы провязываем 4 воздушные петельки подъема и начинаем вязать вот эту группу. То есть мы будем вязать в каждый столбик вот этот столбик, и то есть мы будем вязать по 3 столбика с накидом в каждый из вот этих 3 столбиков. То есть я провязываю 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, делаю двойной накид на крючок, то есть вот в эти срединные столбики, вот в эти. В каждый столбик по 3 столбика с накидом, двойной накид на крючок, вот он у нас первый столбик, в него мы провязываем первый столбик, и сюда еще 2, второй, третий, все 3 столбика с двойным накидом вяжем. Провязали, опять двойной накид на крючок, в следующий столбик провязываем 3 столбика с двойным накидом, в следующий также вяжем двойной накид на крючок, в следующий столбик провязываем первый столбик и еще 2 сюда же. Вот мы провязали в 3 столбика, у нас получилось 9 столбиков. В следующие 3 вяжем точно так же, в каждый столбик по 3 столбика с двойным накидом. Еще сюда 2, третий, следующий столбик, еще 2 сюда, и в следующий столбик и еще 3 столбика.
Вот так у нас получается. Мы провязали вот эту часть, мы провязали, вяжем 2 воздушные петли, столбик с общей вершиной, 2 столбика с двойным накидом, опять 2 воздушные петельки и повторяем опять эту группу столбиков с 2 накидами. Поэтому провязываем 2 воздушные петельки, делаем двойной накид на крючок и будем провязывать один столбик в эту арочку, другой в эту. Двойной накид на крючок, провязываем сюда первый столбик, оставляем на крючке, двойной накид на крючок, сюда провязываем столбик, оставляем на крючке и провязываем их вместе и 2 воздушные петельки. Вот так вот. Вот мы провязали 2 воздушные петли, провязали, и опять повторяем то же самое, опять вяжем вот эти же по 3 столбика в каждый столбик предыдущего ряда, вот в эти срединные столбики, и так провязываем до самого конца. Я довязываю ряд, провязала последние вот эти столбики, сейчас я провязываю 2 воздушные петельки и провязываю 2 столбика с общей вершиной. Делаю двойной накид на крючок, вот сюда провязываю первый столбик, еще двойной накид на крючок и второй провязываю. Провязываю их вместе, 2 воздушные петельки и соединяю вот в 4-ю петельку подъема, которую мы вязали в начале ряда, и соединительной петелькой протянула. Провязали этот ряд, переходим к следующему ряду. Вот мы соединили здесь и сразу начинаем вязать из группы 6 столбиков с накидом, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем каждый столбик предыдущего ряда. Это у нас столбики с 2 накидами с общей вершиной. Потом мы провязываем 4 воздушные петельки и в последний столбик вяжем столбик с двойным накидом. 4 воздушные петельки подъема на новый ряд, делаю двойной накид на крючок, нахожу вот первый столбик, в первый столбик провязываю первый столбик, до конца не провязываю, оставляю на крючке, двойной накид на крючок во второй столбик, накид на крючок двойной, третий столбик, оставляя на крючке, двойной накид на крючок, 4-й столбик, накид на крючок, 5-й столбик, двойной накид на крючок, 6-й столбик. У меня на крючке 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я провязываю их вместе. Провязала вместе и сразу вяжу 4 воздушные петельки, 2, 3, 4. Вот 4 петельки провязала, и в последний столбик, вот в этот, двойной накид на крючок, сюда провязываю столбик с 2 накидами. Провязала, опять 4 воздушные петельки и в следующие 6 столбиков провязываю 1, 2, 3, 4. И опять двойной накид на крючок и следующие 6 столбиков с общей вершиной с двойным накидом провязываем. Второй, третий, 4-й, 5-й и последний. 6 столбиков на крючке, я их провязываю вместе и опять 4 петельки, 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки провязала, и опять столбик с 2 накидами в последний столбик, который мы провязывали, двойной накид на крючок, и вот куда мы провязывали последний столбик, сюда провязываю столбик с 2 накидами, опять 4 воздушные петельки и последние 6 столбиков с 2 накидами провязываем.
с общей вершиной. Первый, второй, все столбики остаются на крючке, третий столбик, четвертый, предпоследний, пятый и последний, шестой. 6 столбиков на крючке, мы их вместе провязываем. Вот мы их провязали и провязываем воздушную петельку. Здесь у нас нарисована воздушная петелька, но мы сюда провяжем 2. Одна вот мы ей закрепили, и еще одну воздушную петельку. И далее вяжем то же самое, что мы только что провязали. Опять делаем двойной накид на крючок и начинаем провязывать 6 столбиков с общей вершиной, с двойным накидом. Шесть столбиков на крючке, провязываю вместе, 4 воздушные петельки, столбик с 2 накидами провязываем в последний столбик, вот который мы вязали, 6, 4 воздушные петельки и следующие 6 столбиков провязываем. Шесть столбиков провязала, соединила, 4 воздушные петельки, двойной накид на крючок, в последний столбик, столбик с 2 накидами, опять 4 воздушные петельки и опять группа из 6 столбиков с 2 накидами с общей вершиной провязываем вместе. Шестой столбик провязываем вместе, закрепили, воздушная петля, и повторяем до конца ряда, провязываем вот по такой схеме такой узор. Я провязала последнюю группу 6 столбиков и подошла вот к концу ряда. Теперь я эти 6 столбиков провязываю, соединяю вот петелькой, нахожу 4-ю воздушную петельку подъема, 1, 2, 3, 4, ввожу крючок и соединительной петелькой закрываю ряд. Вот так у меня получается. Вот так у вас должно получиться. Они как бы немножко, вот видите, как подгибаются. Но когда мы начнем провязывать дальше ряды, у нас все хорошо разгладится. Поэтому на это внимание не обращаем. Но и слишком туго тут тоже не стоит вязать. Так, переходим на следующий ряд. И следующий ряд, как вы видите, мы будем вязать столбики с двойными накидами и воздушные петельки между ними. Вот смотрите, вот у нас серединка, так поближе сделаю. Вот у нас серединный вот этот столбик. Вот где у нас серединный столбик, между ними у нас будет по 3 воздушные петельки. Дальше по 4. И вот между самими раппортами, вот тут мы в серединку будем серединный столбик с 2 накидами вязать, тут тоже по 3 воздушные петельки будут. То есть у нас где серединка самого раппорта по 3 воздушные петельки и между раппортами по 3 воздушные петельки. А здесь
по 4 воздушные петли. Начинаем ряд также с 4 воздушных петелек подъема. Первая, вторая, третья, четвертая петелька. Далее мы, тут я неправильно указала, вот 4 воздушные петельки подъема и 3 петельки на ряд. Раз, два, 3. Далее вот в первую арочку, вот по схеме, видите, у нас столбики, мы будем вязать в арочке в серединку, в арочку, в арочку, в серединку. Провязали 4 петельки подъема, 3 петли на ряд, двойной накид на крючок, в арочку провязываем столбик с 2 накидами. Тут мы провязываем 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Накид на крючок двойной. Сюда опять в арочку вяжем столбик с 2 накидами. Когда доходим до серединки, столбик в серединку вяжем и здесь по 3 воздушные петельки. Вот мы дошли до серединки, сюда я вяжу 3 воздушные петельки, двойной столбик с накидом, вот в серединный столбик я сюда провязываю столбик с 2 накидами, опять 3 воздушные петельки, от серединки мы с одной стороны и с другой по 3 воздушные петельки. Двойной накид на крючок и столбик в арочку провязываем. Тут мы провязываем 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Двойной накид на крючок и в арочку столбик с 2 накидами. Провязали. Подходим к серединке, которая между раппортами. Здесь мы тоже по 3 воздушные петельки вяжем и в серединку провязываем столбик с 2 накидами. Провязываем раз, два, 3 воздушные петельки, двойной накид на крючок, в серединку столбик с 2 накидами вяжем. Раз, два, 3, тоже 3 воздушные петельки, двойной накид на крючок, в арочку вяжем столбик с 2 накидами. Здесь мы вяжем 4 воздушные петельки, опять повторяем, двойной накид на крючок, в арочку вяжем столбик с двойным накидом. Подходим к серединке. В серединке мы помним, что по 3 воздушные петельки вяжем, двойной накид на крючок, в серединку провязываем столбик с 2 накидами. От серединки опять 3 воздушные петельки, двойной накид на крючок, в арочку столбик с 2 накидами, 4 воздушные петельки, 3, 4, двойной накид на крючок, в арочку столбик с 2 накидами, к серединке подходим, по 3 воздушные петельки, накид на крючок двойной и в серединку между раппортами провязываем столбик с 2 накидами. Вот так у нас должно получаться. Провязываем до конца ряда и соединяем в 4-ю воздушную петельку подъема соединительной петелькой. После того, как мы провязали вот этот последний ряд, следующий ряд мы начинаем провязывать столбиками без накида. И обратите внимание, что там, где мы провязывали вот 3 воздушные петельки, мы будем вязать 2 столбика без накида. Потом столбик без накида провязываем в столбик с 2 накидами предыдущего ряда. Где было 4 воздушные петельки, мы провязываем 3 столбика без накида. В каждый столбик с 2 накидами предыдущего ряда мы провязываем также по столбику без накида. И запоминаем тут, что там, где мы вязали 3 воздушные петельки, мы вяжем 2 столбика без накида. Там, где мы вязали 4 воздушные петельки, мы вяжем 3 столбика без накида. Поэтому тут все достаточно просто. Я показывать не буду, и мы провязываем этот ряд полностью по всей длине кокетки столбиками без накида. И соединяем в конце ряда соединительной петелькой. После того, как мы довязали ряд, нам нужно просчитать петли. И в моем случае
я на своем примере покажу, как сделать расчет. Я просчитала, и у меня получилось вот в этом ряду, который мы провязывали, вот этот ряд, мы провязывали его столбиками без накида, у меня получилось 219 петель. Так как дальше мы будем переходить на раппорт, который у нас кратен 6, то нам нужно просчитать, сколько нам петель нужно добавить, либо убавить. Если я свои 219 петель разделю на кратность раппорта равно 6, у меня получается неровное число, то есть у меня неровное количество раппортов в этих 219 петлях. Я должна либо округлить в меньшую сторону, либо в большую. Если я округляю до 36, значит мне нужно 216 петель. Если я округляю до 37, мне нужно 222 петли. То есть что в одном, что в любом случае у меня разница получается в 3 петли. И мне здесь нужно определить, мне нужно эти 3 петли либо добавить, либо убавить. Поэтому как нам определить? У вас может быть свое количество, может быть, допустим, если в большую сторону, то может получиться 2 петли, в меньшую 4 петли. Но в любом случае, как нам определить, прибавить нам петли, либо убавить? Сейчас я вам покажу на примере своей кокетки. Вот у меня получилась такая кокетка, я ее примеряю, вы в своем случае примеряете ее на себя. И я смотрю, что если ее вот повернуть с обеих сторон, то она получается как раз, плюс мы еще будем делать обвязку, и в принципе мне убавлять не нужно. Мне вполне устраивает вот этот размер, этот объем, который получается. Если же вы вот, допустим, провязали и чувствуете, что у вас она несколько для вас широковата и вам нужно как-то ее немножечко убавить, значит вы убавляете петли. Но в любом случае, по мере того, как вы будете вязать кокетку ряд за рядом, примеряйте ее на себя. Вот сейчас мы начнем провязывать первый ряд, второй, и вы по мере того, как вы будете вязать эту кокетку, провязали один ряд, примерьте на себя. Лучше распустить где-то 1 или 2 ряда, чем в конечном итоге у вас получится платье, будет на вас сидеть несуразно. Поэтому все у нас происходит на уровне примерки. Допустим, вот я знаю, что на меня вот это количество раппортов мне хорошо, я ничего убавлять, никакие петли не буду, я добавлю 3 петли, и у меня будет полноценный раппорт и кокетка, которая хорошо сядет на меня. Поэтому, повторюсь, примерьте на себя и определитесь, нужно ли вам петли добавить, либо убавить. И будем начинать переходить на провязывание следующего ряда по раппорту кратному 6 следующего узора кокетки. Итак, после того, как мы примерили кокетку на себя, определились, прибавлять нам либо убавлять петли, здесь возможна провязка 2 вариантов кокетки. Смотрите, мы провязали вот этот ряд, и следующий ряд, в следующем ряде, который мы будем провязывать, мы его провяжем столбиками без накида, а кто-то может провязать столбиками с накидом. То есть это все на ваше усмотрение. Я здесь этот ряд вообще не провязывала, просто начала провязывать по схеме узора. Это просто для наглядности, как должна примерно выглядеть кокетка. Сейчас же, допустим, я решила для себя, что я провяжу ряд столбиками с накидами, чтобы сделать кокетку чуть пошире, и она будет также неплохо смотреться. То есть я немножечко изменю схему. Поэтому я начну вязать с 3 воздушных петель подъема и буду провязывать столбики с одним накидом. Я решила, что я добавлю 3 воздушные петельки, и я сейчас вам покажу, как и добавить, и как убавить необходимые петли. Допустим, вот я провязала первый столбик с накидом, и мы будем вязать по ряду в каждую петельку предыдущего ряда. И вот мне нужно добавить, допустим, 3 петли. Я в одну петельку просто провяжу 2 столбика. То есть мне нужно провязать 3 петли. Я не буду делать это вот подряд, а распределю по всей кокетке равномерно. Поэтому вот я добавила одну,
там через какой-то промежуток я добавлю еще одну петельку и так сделаю распределение. Если вам нужно убавить одну петельку, то просто провяжите вот в одну петлю, оставьте столбик на крючке, опять сделайте накид на крючок, введите крючок во вторую петлю, оставьте крючок. То есть вот вы провязали буквально 2 столбика, оставили их на крючке и вместе их провяжите. В конечном итоге у вас получится одна вершина. Так вы уберете один столбик. То есть вы провязали в 2 петли, но вершина основания у 2 столбиков одна. То есть по конечному ряду, где вы дальше начнете вязать, у вас одна петелька. Значит, если вам нужно будет убрать там 2, 3, 4 петельки, точно так же вы убираете, только распределяйте равномерно по всему кругу нашей кокетки. Если вам нужно убавить, также равномерно убавляем, если прибавить, также равномерно прибавляем. И провязываем этот ряд столбиками с одним накидом. Кто не хочет вязать столбики с одним накидом, также провязываем столбики без накида. Соответственно, в этом ряде мы подводим этот ряд под кратность нашего раппорта, нашей схемы, которую мы начнем дальше провязывать. Я провязала ряд, замкнула в 3-ю воздушную петлю подъема, еще раз просчитала все петли. Все у меня подведено под кратность раппорта кратного 6, и теперь мы начинаем провязывать по схеме. Начинать вязать мы будем с воздушной петли и столбика в эту же петельку. Провязываем одну петельку и сюда же провязываем столбик без накида. Далее провязываем 3 воздушные петельки подъема и первую, вторую, третью петлю провязываем столбик с одним накидом. Столбики мы будем вязать с 2 накидами. Столбик с 2 накидами, 3 воздушные петельки, опять 3 воздушные петли, столбик без накида. Провязываем 1, 2, 3 петелька, двойной накид на крючок, пропускаем 1, 2 и в 3-ю петлю провязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. В эту же петлю столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, в эту же петельку столбик с двойным накидом, опять 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 1, 2 и в 3-ю петельку провязываем столбик без накида. Вот таким образом. Повторяем то же самое. 3 воздушные петельки, двойной накид на крючок, пропускаем 1, 2 и в 3-ю петельку провязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петельки, опять двойной накид на крючок, в эту же петлю провязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петельки. И 1, 2, в 3-ю петлю провязываем столбик без накида. Вот так у нас должно получаться. Провязываем ряд до конца. В конце ряда соединяем соединительной петелькой в 3-ю воздушную петлю подъема и таким образом завершаем ряд. В конце ряда я провязываю 1, 2 в 3-ю воздушную петельку, двойной столбик с накидом, 3 воздушные петельки и еще один столбик в эту же петлю. Провязала 2 столбика, провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки и соединяю. Мы в начале ряда вязали 1 столбик без накида. Вот в начале самого ряда нашего вязания мы соединили. Все. Теперь мы далее переходим на следующий ряд. И следующий ряд мы начинаем с 3 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3. Далее мы провязываем 1, 2, 3, 2 петельки на ряд. 1, 2. Далее мы вяжем
вот эти у нас группы из 3 столбиков с 2 накидами мы будем вязать. У нас везде будут столбики с 2 накидами, которые мы будем провязывать сейчас вот в эту арочку, группу из 3 столбиков с накидом. 1, 2, 3, между ними по 2 воздушные петельки. То есть я делаю двойной накид на крючок, провязываю 1 столбик, оставляю на крючке, 2 столбик также провязываю, оставляю на крючке, и 3 столбик, все с двойным накидом провязываю. Провязала, соединила вместе и 2 воздушные петельки. Опять двойной накид на крючок, 1 столбик вяжу, также 2 столбик, 3 столбик, провязала вместе 2 воздушные петельки. Далее также 3 группа из 3 столбиков с двойным накидом. 1 столбик, 2 столбик, двойной накид и 3 столбик. Провязываем вместе. И вот смотрите, мы провяжем 2 воздушные петельки. Далее мы в этот столбик соединим двойным столбиком, и вот сюда мы соединим столбиком с двойным накидом. Вот так вот у нас будет. Провязываем 1-2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, и вот в этот столбик мы провязываем двойной столбик с накидом. Вот так вот. Опять 2 воздушные петельки, и опять в эту арочку провязываем группу из 3 столбиков с двойным накидом. Всего мы должны сюда провязать 3 таких группы. 2 воздушные петельки, опять двойной накид на крючок, 2 группу из 3 столбиков с двойным накидом сюда провязываем. Две воздушные петельки, опять двойной столбик, 1, 2, 3, провязали вместе 2 воздушные петельки, двойной накид на крючок, и вот в столбик вот в этот провязываем столбик с двойным накидом. Вот так вот у нас будет получаться. Провязываем до конца ряда и соединяем в 3-ю воздушную петельку подъема. Ряд завершила, я провязала 2 воздушные петельки в конце и соединила в 3-ю воздушную петельку подъема. Вот так вот у нас ряд этот получается. И следующий ряд мы будем начинать с 3 воздушных петелек подъема и дополнительной 1 воздушной петелькой на ряд. Помним, да, что мы вяжем столбики с двойным накидом, провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки подъема, 1 петелька на ряд, и смотрим, как мы будем вязать. Мы также будем провязывать группу из 3 столбиков с двойными накидами, и мы провяжем первые 2 группы вот в арочку из 2 воздушных петель, и вторые 2 группы из 3 столбиков с 2 накидами в эту арочку из 2 воздушных петель. Итак, давайте начнем. Делаем двойной накид на крючок и вот в арочку начинаем провязывать. 1 столбик оставили на крючке, 2 столбик с 2 накидами на крючке и 3 столбик с 2 накидами на крючке. Провязали их вместе. Далее смотрим, 2 воздушные петельки у нас провязываем, 1, 2, и сюда же вяжем еще 1 группу из 3 столбиков с 2 накидами. Двойной накид на крючок, и сюда же провязываем 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика на крючке и 3. Провязали вместе, опять 2 воздушные петельки, 1,
2. И теперь уже вот в эту арочку из 2 воздушных петель вяжем точно так же 2 группы, как мы здесь вязали. Двойной накид на крючок и в эту арочку провязываем первый столбик, второй, третий. Провязали вместе 2 воздушные петельки и еще одна такая же группа из 3 столбиков с 2 накидами провязываем сюда. Провязали, вот так у нас получается. Опять 2 воздушные петельки провязываем, 1, 2. И вяжем то же самое, двойной накид на крючок, в эту арочку опять в следующую группу начинаем вязать первый столбик, второй, третий. Провязали 2 воздушные петельки, опять двойной накид на крючок, сюда следующая группа из 3 столбиков с 2 накидами. Провязали вместе 2 воздушные петельки и опять в эту арочку. Провязываем вместе 2 воздушные петельки. Провязываем 2 воздушные петли и повторяем. И вот таким образом у нас получается: провязываем ряд до конца и соединяем в 3 воздушную петельку подъема. Я провязала последнюю петельку, в петельку подъема я соединила, и вот таким вот образом у нас получается такая наша кокетка. Так она должна выглядеть. Она нигде сильно сборить не должна, ни спереди, ни сзади. Вот, смотрите. Вот, она должна быть, то есть не должно быть вот таких вот крупных воланов. Вот такого вот сильно не должно быть. То есть у нас, я уже присобрала, вот, у нас должно быть более-менее ровно по спинке, немножечко вот у нас вот так вот на рукава пойдет, вот здесь, это рукавчик наш, вот так вот он у нас будет, и передняя часть, вот так у нас это должно все выглядеть. Я провязала ряд до конца, соединила. В конце ряда я провязала 1 воздушную петельку и соединила в 4 воздушную петельку подъема. Теперь мы следующий ряд будем провязывать столбиками с 1 накидом. Нам нужно провязать 3 воздушные петельки, 1 воздушную петлю на ряд, и далее мы будем вязать столбики с 1 накидом. То есть мы столбики будем провязывать вот в 2 воздушные петельки, которые мы вязали. То есть мы будем вязать везде между группой из 3 столбиков с накидом. Я провязываю 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3, 1 петелька на ряд, накид на крючок, и вот между вот группой из 3 столбиков с накидом провязываю первый столбик, воздушная петля, следующий столбик, опять воздушная петля, опять между группой из 3 столбиков провязываю столбик с 1 накидом, опять 1 воздушная петелька вот между столбиками, опять 1 воздушная петелька между столбиками, сюда провязываю, воздушная петелька опять между столбиков, воздушная петля опять между столбиков, воздушная петля между столбиков. Вот таким образом все провязываем до конца ряда. 1 воздушная петелька, столбик с 1 накидом между каждым столбиком. Провязываем до конца ряда и будем переходить на последний ряд нашей кокетки.
Я довязала последний ряд в третью воздушную петельку, соединила, и у нас получается вот такая кокетка. Теперь нам потребуются маркеры. Желательно взять разного цвета, 2 маркера одного цвета, 2 маркера другого. То есть в моем случае это 2 бирюзовых и 2 сиреневых маркера. И мы должны примерить кокетку на себя и маркерами обозначить перед и спинку. Соответственно, выберите один цвет, которым у вас будет обозначен перед. Обязательно просчитывайте количество раппортов. И точно так же с задней части мы должны маркерами отметить спинку. То есть у нас должно быть, я сейчас прикрепляю маркеры условно, чтобы была понятна суть. Мы должны, когда мы маркеры прикрепим, мы должны просчитать количество раппортов сзади, количество раппортов от этого маркера до этого на рукав, сколько приходится с одной и с другой стороны, это должно быть одинаковое количество. И передняя часть. Поэтому примеряйте кокетку, примерьте на себя. Здесь по рукаву, по глубине рукавчика определите, чтобы вам была комфортна вот эта вот ширина, чтобы это не было слишком узкий рукав, потому что вы не сможете носить платье, а чтобы комфортная именно ширина была. Прикрепляйте маркеры и будем переходить к вязанию ростка на спинке. Вот для наглядности я хотела показать вам, как кокетка смотрится. На полу я ее разложила. И вот по маркерам, я думаю, вы видите, у меня зелененький маркер — это перед. То есть у меня получилось 10 раппортов спереди, 10 раппортов сзади и по 8 раппортов по бокам.